Сегодня мы поговорим с вами о порче, которую делают через пух и перо. Вы подробно узнаете, как эту порчу наводят и как ее можно снять. Справедливости ради следует сказать, что порча, сделанная через подушку, из всех порч самая распространенная, и все из-за легкой доступности к вашему постельному скарбу. Ни для кого не секрет, что в летние жаркие дни каждая хозяйка старается вынести во двор подушки, перины и одеяла, чтобы на свежем воздухе и на солнышке их просушить. Именно этим и пользуются тайные и открытые враги хозяек подушек. Найдя какую-нибудь причину, например, попросить взаймы хлеба, соли, сахара или узнать, во сколько будет идти любимый сериал, непрошенная гостья заходит за калитку той, кого она люто ненавидит. Как бы, между прочим, эта соседушка дотрагивается до ваших подушек или перин, говоря вслух, например, такую фразу. «Какие у тебя хорошие подушки, ты молодец, а я еще свои не сушила. Нужно тоже вынести на улицу, пока стоит погода». А про себя тем временем говорит, то есть мыслит, как эти подушки сохнут, так пусть все в этом дому и сдохнут. И так далее. Щупая подушку или просто дотрагиваясь до нее, можно сделать любую порчу, даже смертельную. Достаточно только подумать про себя формулу уничтожения. Вечером, когда сядет солнце, хозяевам несут в свой дом не только подушки и перины, но и беду, а если нужно врагу, то и скорую смерть. Подобное можно сделать не только через подушки, перину и одеяло, но и, к примеру, через пуховик, так как он тоже напичкан перьями и пухом, а перья и пух испокон веков использовались для нанесения порчи и вреда. Сильный зрелый колдун может наслать погибель, не прикасаясь к вашему постельному белью. Ему достаточно посмотреть через забор на ваши подушки и постель. Поглядит, пошепчет, а уж тем же вечером, ни о чем не подозревая, человек уляжется в испорченную постель, фактически уготованную ему могилу. С этого часа изо дня в день он будет снова и снова укладываться на перину, обнимать мягкую подушку, которая уже, как опасный реактор, работает против него. Засыпая, такой человек не набирается сил, а теряет их и погибает. А еще, к примеру, есть такая соседка, которая положила глаз на своего соседа, она легко может к себе его приворожить. Для этого ей опять же нужно под каким-либо предлогом войти к нему во двор или в дом, дотронуться до подушки, перины, одеяла, а про себя мысленно подумать: «Сохни перо и пух, посыхай, а ты раб такой-то, по мне день и ночь страдай» и так далее. В общем, выкладывая на всеобщее обозрение свою постель, вы рискуете очень многим. Практиковалось всегда, да и теперь практикуется, подсовывать в подушки и постель различные колдовские подклады, например, узелки с волосом мерина, шерстью кошек и собак, косиц, сплетенных из шерсти мертвой овцы, булавок и иголок без ушков. За свою многолетнюю практику мне довелось не раз слышать много различных историй. Обычно хозяйки обнаруживали подклад в своих подушках и перинах тогда, когда они принимались мыть и чистить перо и подушек, перин и одеял. Найдя в них подклад, узелки с землей и прочее, они недоумевали, откуда это могло появиться в их постели. Напрашивается вывод: подсунуть подклад в подушку могли тогда, когда хозяйка по какой-либо причине отсутствовала дома. Например, ложилась в больницу, уезжала к детям в лагерь, проведывала родителей и так далее. Подобную порчу чаще всего приносит соперница, и после ее дел в семье начинается настоящий кошмар. Люди болеют, ругаются, разводятся и при этом даже не подозревают, что причина их горя лежит в подушке. Что же следует сделать, если вы обнаружите в своих подушках подклад? Во-первых, нужно, не задумываясь и не жалея, подушку сжечь, но делать это следует не в ограде своего дома, а в поле,
на таком расстоянии от дома, чтобы дым из горящей подушки не пошел в сторону вашего жилища. А чтобы все хорошо и без остатка сгорело, облейте подушку бензином или керосином. Когда огонь взовьется и повалит валом дым, нужно произнести: «Кто тебя, порча, ко мне принес? На того бы эту порчу ветер унес». Покидая место пепелища, ни в коем случае не оглядывайтесь назад. А теперь я научу вас хорошему заговору от порчи, сделанной через перья и пух. Порченного человека сажают на табурет так, чтобы он сидел лицом на восток. Знахарка встает со спины, крестится и сперва читает «Отче наш». «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай же нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь». А затем читается специальный заговор. Есть на море воронковое место. Вода на том месте сбирается, на многие круги разбегается. И все, что вода забирает, на дно свое собирает. А забери-ка ты, вода, с рабы Божьей такой-то порчу. Все наносное зло, все печали, боли и корчи, прикоз дневной, ночной, водяной, пуховой, перьевой, огневой, ветровой, шепотной, отпевальный, подливальный, поминальный, скрученный, связанный, к кресту на могиле привязанный. Я тебя, порча, из рабы Божьей имя выгоняю, в 3-9 земель тебя проклинаю. Откуда ты, порчища, прилепилась, откуда пришла, туда бы ты, порча, навеки ушла. Как пух по ветру буйному легко отлетает, так пусть порча пуховая отлетит и растает. И будьте вы, мои слова, быстры, и будьте вы, мои слова, сильны, наныне, на века, на все светлые времена. Аминь.